Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим, что решил. Для кого этот расклад? Ну, действительно, конечно, для тех, кто ждет решения от мужчины, да, кто вы для него сейчас, для кого от решения мужчины зависит, как дальше будут развиваться ваши отношения. Напишите под видео цвет глаз, цвет волос вашего мужчины, поставьте смайлик, сердечко, цветочек. Можете написать его имя, можете написать «принимаю», если видео понравилось, хотите, чтобы проигралось. Итак, давайте смотреть. Ну, смотрите. Здесь отношения, которые уже давно, да, здесь отношения, которые уже не новые, которые уже, возможно, прошли очень много испытаний. По четверке жезлов, возможно, действительно, тут, вот знаете, вот в этой колоде четверка жезлов — это свадьба. Возможно, действительно, вы хотите замуж за этого мужчину, или он предлагал вам замуж, да, предлагал вам замуж, но дальше что-то не сложилось. Или просто до свадьбы вы еще не дошли, да, возможно, вы живете вместе, возможно, вы тесно встречаетесь, но пока вот, скорее всего, все-таки здесь нет совместного проживания, нет, здесь, скорее всего, нет совместного проживания, то есть и хотели бы вы замуж, возможно, он вам обещал, но что-то не складывается пока, или хотели бы жить вместе, или хотели бы просто перейти на другой уровень, то есть встречаетесь реже, хотели бы встречаться чаще, живете вместе, хотели бы каким-то образом эти отношения оформить, да, или если как бы не живете вместе, то хотели бы съехаться с этим человеком, жить вместе, а не встречаться. То есть тут вы очень хотели бы, да, чтобы ситуация изменилась. Мужчина — король кубков. Ну, тут у нас получается, знаете, человек с тонкой душевной организацией, возможно, водных знаков зодиака, а возможно, просто человек, который живет эмоциями. То есть он запросто может сделать из мухи слона, да. Он запросто может устроить вам сцену ревности на ровном месте. Он постоянно хочет, чтобы вы ему рассказывали о том, как вы его любите. То есть вот тут эмоционально человек все время хочет, чтобы вы были рядом, да, чтобы вы были возле него и, как говорится, гладили его постоянно по голове и рассказывали, какой он хороший. Ну, тут планы есть, а действий нет. То есть все зависло как бы в том положении, в котором оно есть сейчас. И, возможно, висит уже давно достаточно. Отношения неопределенные. Обещал, но как бы пока дальше обещаний дело не идет. Что тут у нас еще? Опять двойка, двойка жезлов, двойка пентаклей. А возможно, мужчина сидит на двух стульях. Возможно, для того, чтобы сделать по четверке жезлов вам предложение, которое он обещал, ему нужно как-то изменить свою жизнь. Нужно выбрать что-то. Но это не обязательно соперница. Это можете быть вы и его работа. Это можете быть вы и его дети, допустим, взрослые. Это вы можете быть вы и бывшая жена, да. Не обязательно там есть какие-то отношения. Но если есть дети, есть обязательства. Это может быть и соперница, безусловно. То есть мужчина сидит на двух стульях, и ему тут удобно и уютно. Менять что-то он, может, возможно, бы и не хотел. Хотя в начале отношений, возможно, вам обещал золотые горы. Он не хочет или боится по семерке мечей менять свою жизнь, боится, что он потеряет больше, чем приобретет. Ну и семерка кубков, карта иллюзий, говорит о том, что, возможно, когда он вам это говорил или обещал в начале отношений, или когда там он искренне в это верил. То есть вообще король кубков, он верит всему, что сам рассказывает, да, он может рассказать вам все, что угодно, может сочинить любую историю, очень красивую, и сам в нее поверить. Но в отличие от других знаков зодиака, да, вот, или от других стихий, король кубков, он, знаете, как дал слово, так его и забрал. Под действием каких-то психологических моментов, под эмоциями, ну, в общем, эмоциональный фон меняется очень быстро. Поэтому тут вот такая вот ситуация. И понятно, вы хотите решения этой ситуации, потому что она по двойкам подвисла, ни туда и ни сюда. Время идет.
Вы тратите свою жизнь, свои силы на этого человека. Любите, безусловно, но как бы хотелось бы ясности. Итак, давайте посмотрим, что у него в мыслях. А в мыслях тут у нас... Ага. А в мыслях тут у нас жрица. И жрица, и королева жезлов. Возможно, правда, у многих проиграется. Вот в последнее время, девочки, все время у нас треугольники. Явно смотрит очень большой процент женщин, у которых все-таки треугольник. Но опять же, расклад общий. Отыграется у кого-то, что есть другая женщина, а у кого-то отыграется, в общем-то, что этой женщины нет, да. Но тут вот как раз о чем думает? Думает о том, что не понимает, что делать дальше, не понимает, как ему быть. Вы его подталкиваете к какому-то решению, а он все-таки не готов к этому решению. Не готов, и все как есть его полностью устраивает. Что еще? Ну да, боится, вот смотрите, в этой колоде очень интересная карта, четверка пентаклей. Боится оказаться в дураках. Вот мужчина боится решиться на что-то, потому что он считает, что будет хуже, чем есть. То есть сейчас его все устраивает, если он решится отказаться от вас или наоборот связать с вами окончательно свою судьбу, ну, зависит от того, что у вас там в отношениях, то он может оказаться в дураках. Его устраивает вот именно эта золотая середина, да, вот. Давайте посмотрим, что у него в чувствах. Что у него в чувствах? Ну, смотрите, любовь к вам, безусловно, есть. И вы оказались вдруг гораздо важнее, гораздо сильнее он привязан к вам, чем он думал об этом, да. И действительно, как бы он хотел бы быть с вами, отпускать он вас не хочет. Но и решать по пятерке жезлов что-то он не готов. Его рвет на части, да. Сегодня он думает одно, завтра он думает другое. Послезавтра вообще опять возвращается к первому варианту. Хочет, чтобы все осталось как было. Да, есть любовь, да, есть желание быть вместе с вами, но нет желания решать эти проблемы. Возможно, он говорит, ну потом, ну не сейчас, не время, давай подождем еще немножко. Кучу причин вам каких-то называет. Но то решение, которое вы от него ждете, оно так и не принято. А что у него в подсознании? Давайте посмотрим. Угу. Возможно, вы сейчас находитесь на расстоянии, шестерка мечей, да, и поэтому то, чего вы хотите, в общем-то, в принципе, ну, невозможно. То есть на данный момент между вами, возможно, расстояние, по двойке мечей и ревность есть, и опять метания. То буду, не буду, то надо, то не надо. Хотя по восьмерке пентаклей он очень хочет быть с вами. И как бы отношения эти для него важны и нужны. Возможно, сейчас не время. Нет выхода из создавшейся ситуации. Она зависла, и пока она такой останется. Давайте посмотрим, что же он решил. Да? Хотя карты уже, в общем-то, ответили на этот вопрос. Что же он решил? Ничего он не решил, он будет тянуть время. Он будет тянуть время в надежде, что ситуация прояснится каким-то образом сама собой. А кто вы для него в этой ситуации? Кто вы для него в этих отношениях? Да? И вообще, стоит ли вам дальше все это продолжать? Кто вы для него в этой ситуации, в этих отношениях? Ну, смотрите, туз пентаклей. Человек, от которого он не хочет отказываться. Шанс, который, возможно, раз в жизни дается. По умеренности он привык к вам. Он не хочет, чтобы вы от него уходили. Опять же, его все устраивает, да. Императрица, конечно, такая женщина, которую встречаешь раз в жизни, да, особенная. Он особенная. Вы та женщина, без которой он сейчас действительно в своей жизни не представляет. Вы тот человек, который, в общем-то, возможно, изменил его. Возможно, тут еще
знаете, возможно, да, раньше, да, даже если у вас были длительные отношения, вы были для него предсказуемые. Он решил, что вы привязаны к нему. И не слишком задумывался, насколько он привязан к вам. Но на данный момент в ваших отношениях что-то пошло не по его плану, да? И все-таки он хотел бы оставить все как есть, не решать. Потому что он понимает, что если он решит что-то, то отношения изменятся, и нужно строить все заново. Откажется он от вас, это новая жизнь. Решит он, что действительно вы будете вместе, это опять же новая жизнь и новые проблемы. А пока он хочет все оставить как есть. Вы важны ему, вы нужны ему. Но решать что-то и менять свою жизнь на данном этапе он не готов. А получите вы, в конце концов, желаемое? Получите ли вы то, чего хотите от этих отношений? Дьявол. Вы получите то, чего хотите от этих отношений, если не будете торопиться, если не будете торопить события, если не будете ворошить прошлое мужчины и требовать от него отказаться от этого прошлого. Дьявол, десятка пентаклей, да, желаемое вы получите, но все-таки будьте хитрее. Будьте хитрее, возможно, какие-то манипуляции. Или просто нужно ждать. Нужно подождать, пока изменится ситуация, потому что, в общем-то, время на вашей стороне. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока. Пишите, чья это ситуация и чего же такого не может решить мужчина. Здесь есть другая женщина или это какие-то другие обстоятельства. Пишите. До встречи.